Уважаемые зрители канала, семейство куньих не перестает нас удивлять. Самый маленький хищник на планете, обычная ласка, набирает тысячи просмотров. Ведь всем интересно, что это за зверь такой. Про нее у нас уже есть ролик на канале Планета Земля, как и про ее родственников, например, Росомаху. Однако ласка водится не только у нас, на Евразийском континенте, но и в Африке, где все вокруг норовят друг друга съесть. Возможно, и ласки там кровожаднее, хотя куда уже больше. Встречайте, африканская ласка, она же полосатая ласка, одиночка своего рода, к тому же малоизученный вид. Африканские ласки прописались в Центральной и Южной Африке, в районе пустыни Сахара. Полосатые ласки неприхотливы, и живут эти зверьки в разнообразных биотопах – лесах, полях, саваннах и пустынях. Африканская ласка – это мелкий хищник, как и ее европейская родственница, с длинным телом, которое характерно для всех куньих. Голова у этого полосатика небольшая, мордочка укороченная, уши и глазки маленькие, короткие лапы заканчиваются острыми изогнутыми когтями, хвост длинный, пасть с острыми зубами, клыки тоже длинные. Ну а зачем ей такие большие зубы? Думаю, всем понятно. Взрослые особи ласок имеют длину тела от 27 до 32 сантиметров, а хвост добавляет еще от 16 до 20, что немного отличает ее от нашей ласки. Самцы крупнее самок, их средний вес составляет 300 грамм. Мех в основном черный, с 4 белыми или бледно-желтоватыми полосами, спускающимися по спине, белым пятном на макушке и белым хвостом. Как у большинства куньих, у африканки имеется пахучий секрет, дабы разные там вражины, типа гиен и леопардов, сильно на нее не открывали свой роток. Африканские полосатые ласки обычно ведут ночной образ жизни. Охотятся они главным образом по запаху, нападая на добычу внезапным выпадом и прокусывая шею. Любят африканские ласки шеи в основном грызунов, хотя они брезгуют и птичками, и земноводными. Кстати, наши сегодняшние гости отлично лазают по деревьям. В основном они предпочитают уединенную жизнь, но могут встречать и пары, и даже небольшие группы. В качестве убежищ африканские ласки используют норы, которые роют самостоятельно. Также они могут селиться в брошенных норах грызунов или термитниках. Отдыхать могут в расщелинах камней или полых бревнах. Африканские ласки активны на протяжении всего года. Они проводят в своих норах большую часть времени и выходят из них только на охоту. Кстати говоря, ласка не съедает добычу на месте, а относит ее в свое логово. Они делают запасы в специальных нишах, обустроенных в норах. Африканские ласки могут не только рычать, но и издавать 6 видов звуков, которые используются для разных целей – защиты, общения и предупреждения об угрозе. А во время сна ласка сворачивается клубочком, прямо как наши кошечки. Хотят любви африканские ласки весной и летом, в основном один раз в год. Если же первые малыши погибают по определенным причинам, то ласка ищет мужа повторно. Африканские самцы не очень-то жаждут обременять себя обязательствами и не помогают выращивать потомство. Беременность ласки длится около 30 дней. В помете чаще всего 2-3 слепых малыша, вес которых составляет всего 4 грамма. Зрение у них прорезается на 7-й неделе, а зубки вырастают к 35 дням. Самка кормит детенышей молоком 11 недель. В это время щенки весят уже по 50 грамм. В возрасте 13 недель молодые ласки пробуют выходить на охоту. Самостоятельными они становятся в 20 недель. Половое созревание у африканских ласок наступает в 8 месяцев, а в 19 месяцев самочка может принести первое потомство. Продолжительность жизни в неволе у полосатых ласок достигает 5-6 лет. В природе сей факт неизвестен. Основными естественными врагами африканских ласок являются совы и дикие африканские собаки. Но вообще на Черном континенте все норовят друг на друга поохотиться. Африканские ласки находятся в Южноафриканской красной книге под
статусом редкого вида. Все потому, что местные племена используют кожу африканских ласок для создания церемониальных костюмов. Например, зулусы считают, что вещи из кожи этих зверьков приносят хозяину удачу. Также африканских ласок используют в традиционной медицине, а она в Африке на каждом шагу, вместо аптек. А как вы думаете, зачем ласки на спине 4 белые полоски? Напишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!